Наш главный герой, Дэ-Чай. У него был отец, который был астронавтом, но недавно умер, и теперь Дэ-Чай находится под опекой одного из коллег отца. На родительском собрании в школе учитель упомянул, что Дэ-Чай в последнее время не очень хорошо учится, но причина в том, что Дэ-Чая не интересуют школьные знания, он хочет изучать только то, что его по-настоящему увлекает. Когда учитель спросил, хочет ли Дэ-Чай пойти по стопам отца, опекун ответил, что отец Дэ-Чая не имеет никакого отношения к его будущему. После собрания Дэ-Чай пошел поиграть в игровой магазин, где встретил одноклассника. Одноклассник рассказал, что его семья владеет этим магазином, и пригласил Дэ-Чая к себе домой, где были еще двое его одноклассников. Они хотели пригласить Дэ-Чая на виллу, но он отказался. Позже Дэ-Чай с удивлением увидел по телевизору репортаж о радуге в форме круга, который напомнил ему о чем-то, и он решил уйти. Несколько лет назад Дэ-Чай забрел в запретную зону, где встретил другого мальчика. Мальчик спросил про ожерелье Дэ-Чая, и тот ответил, что это подарок от отца. На следующий день Дэ-Чай отправился туда, где впервые увидел радугу в форме круга. Вспомнив, как он перелез через забор, чтобы встретиться с мальчиком, Дэ-Чай увидел, что мальчик может прыгать с большой высоты и ничего не чувствовать. Дэ-Чай решил поспорить на свое ожерелье, но проиграл. Он решил вернуть ожерелье и удивил мальчика, метнув в него бумеранг и поймав его. К концу дня мальчик представился как Типе и спросил Дахая, хочет ли тот увидеть еще один сюрприз. Именно Типе первым показал Дахаю радугу в форме круга. Затем Дахай посетил могилу своего отца и встретил там одного из его бывших коллег. Он спросил мужчину, правда ли, что его отец умер. Мужчина вспомнил, как отец Дахая отправился в космос, чтобы защитить Землю от катастрофы. Затем Дахай вернулся туда, где впервые встретил Типе. Это было за 3 месяца до смерти его отца. Типе отвел Дахая в запретную зону, убеждая его, что там есть нечто удивительное. После долгого пути они встретили девушку, которая не просыпалась, пока Дахай случайно не дотронулся до нее. Он заметил, что у нее что-то было на руке. Когда они попытались вывести ее оттуда, их всех троих поймали, и это был последний раз, когда Дахай видел Типе. Неожиданно Дахай снова оказался в запретной зоне. Он пошел по тропинке, которую показал ему Типе, но оказался в незнакомом месте и подумал, что заблудился. Вдруг появилась девушка и повела его дальше. Тем временем в космосе неожиданно появился робот, который собирался уничтожить Землю. Космическая станция, где когда-то работал отец Дахая, быстро развернула спутники для его перехвата. В это же время Дахая отвели в самую глубокую часть запретной зоны, где девушка показала ему робота, который приближался, чтобы уничтожить Землю. Решив остановить его, Дахай вдруг обнаружил, что в его руке появился пистолет. Затем его доставили на стартовую площадку, где он встретил ученого, который спросил, не он ли капитан. Дахай не был уверен, но его желание спасти Землю совпало с пистолетом в его руке. На космической станции обнаружили, что другие космические станции неожиданно начали работать самостоятельно, без команд запустили ракету. Ракета, запущенная с Земли, разделилась на маленького робота, который полетел к 3 космическим станциям и на каждой из них соединился с компонентами, превратившись в гигантского робота. Коллега отца Дахая, поняв, что Типе все еще там, спросил, кто управляет роботом. К его удивлению, когда он связался с роботом, внутри оказался Дахай. Внезапно с Дахаем связался кто-то еще и рассказал о текущей ситуации. Все было просто. Дахай находился в центре поля боя, и если враг доберется до Земли, весь мир будет обречен. Робот, которым управлял Дахай, был оснащен оружием, которое он держал в руках. Увидев, что Дахай не умеет управлять роботом, девушка, связавшаяся с ним, велела ему крепко держать оружие и подавать энергию, а остальное она сделает сама. Но целиться таким образом было сложно, и враг постоянно уклонялся, поэтому девушка заранее извинилась, если Дахай погибнет. Не желая умирать, Дахай продолжал подавать энергию через оружие. Робот внезапно бросился на врага и подобрался достаточно близко, чтобы девушка смогла выстрелить в упор и уничтожить врага. Несмотря на победу, робот получил серьезные повреждения. Ученый сообщил командиру, что девушка, которая помогла управлять роботом, была той, кого он хотел представить, и пообещал вскоре привести ее на базу. Тем временем Дахай и робот возвращались на Землю. Дахаю удалось безопасно приземлиться в уменьшенной форме робота, и его подобрал командир, который отправил его на полное обследование. Было установлено, что Дача находится в хорошей физической форме, но его оружие было изъято и спрятано.
Затем командир объяснил, что эта организация, которая на публике выглядит как мирная исследовательская группа, на самом деле является оборонительной силой против инопланетных захватчиков. Пока командир показывал Даче территорию, он заметил, что прибыли сотрудники службы безопасности и заставили Типе и девушку, которую Дача спас ранее, надеть устройства, контролирующие их. Дача подбежал к Типе и предложил поиграть в бумеранг, но прежде чем они успели далеко уйти, у Типе и девушки начались сильные головные боли из-за устройств, которые надели на них сотрудники службы безопасности. Затем офицер задержал Типе и девушку. Тем временем ученый объяснил, что такое оружие у Дачи, которое могло генерировать энергию, но, как предполагалось, было живым организмом со своей волей, потому что не каждый мог его активировать. Выяснилось, что нападавшие, управлявшие роботом, угрожавшим Земле, были связаны с одной корпорацией на Земле. Эта корпорация поставляла технологии двум людям, которые называли себя шестеренками мира. Эти двое перенесли свое сознание в космос, чтобы создать роботов для нападения на Землю. У председателя корпорации был искусственный интеллект и план по захвату мира, чтобы в новом мире, который он представлял, выжили только избранные. Дачи, которого теперь держали в заключении, снова встретился с ученым. Представившись Питером, ученый хотел поговорить об оружии. Питер объяснил, что оружие Дачи было вторым, а первое было у девушки по имени Ханна. Но Ханна не могла им пользоваться, поэтому Типе научился им управлять. Типе спросил, почему вчера у Ханны и Дэхэ были такие болезненные ощущения, и офицер безопасности ответил, что за ними наблюдали и контролировали их с помощью устройств, излучающих ультразвуковые волны с ближайшей вышки. И если они сопротивлялись, то устройства начинали действовать на них. Офицер добавил, что Дэхаю, скорее всего, скоро придется носить такое устройство. Когда Дэхай спросил про свой пистолет, офицер сказал, что он больше ему не принадлежит. Тогда выяснилось, что отец Дэхая участвовал в создании робота, которым управлял Дэхай, и некоторые решили, что Дэхаю суждено было стать его пилотом. Дэхай внезапно побежал на пляж, включив сигнализацию на своем шлеме. Он поднял руку, чтобы вызвать свой пистолет, и выстрелил в башню, излучающую сигнал, освободив Ханну и Типе. Но неприятный офицер снова попытался схватить Ханну, и тогда белка Ханны прыгнула ему на лицо, и Ханна смогла убежать. Позже они втроем играли на пляже в бумеранг. Типе спросил, зачем Дэхай вернулся, и тот ответил, что вернулся, чтобы сдержать свое обещание показать Ханне бумеранг и заново открыть для себя свои чувства в этом месте. Но на следующий день всех троих задержали и привели в командный пункт. Неприятный офицер сказал, что ему только что разрешили использовать на них устройства для контроля. Но командир заявил, что эти устройства будут запрещены на базе, так как он здесь главный. Офицер ничего не смог возразить и ушел в гневе. Тем временем Питер представил человека, о котором говорил раньше, командиру базы. К удивлению командира, это была Акари, его дочь. Она жила с матерью с тех пор, как командир и его жена развелись, а ее мать теперь работает губернатором на космической станции. Дачи понял, что Акари была тем навигатором, который помогал ему в бою. Акари, опытный хакер, объяснила, что она научилась всему этому, потому что часто оставалась дома одна, пока родители были заняты. 3 года назад командир обещал прийти на ее день рождения, но в итоге не смог из-за работы и оставил Акари одну. Позже командир взял Типе и Ханну с собой за покупками. Извинившись за то, что не смог вытащить их с базы раньше, он пообещал взять на себя ответственность за них и Дачи, решив, что с этого момента они будут жить у него. Пока Дачи убирался в доме, он приготовил всем на ужин карри. Командир напомнил им, что теперь они будут жить вместе, и попросил их заботиться друг о друге. Внезапно Ханна выбежала из комнаты в одном белье и попросила помочь ей с ванной, потому что она была не такой, как на базе. 3 мужчин быстро отвели взгляд. Той ночью Ханна осталась в одной комнате с Акари. Белка Ханна неожиданно вернулась, и Акари вспомнила, что видела ее раньше в храме. Тем временем Дачи и Типе сидели на балконе и смотрели на звезды. Дачи вспомнил, что всего 2 дня назад он не знал, что будет делать дальше, а теперь вот он здесь. Он попросил Типе показать ему радугу, и Типе согласился. Затем Типе спросил, не боится ли Дачи его, но понял, что Дачи не изменился с тех пор, как они впервые встретились. Типе признался, что его заинтересовал пистолет Дачи, и вернул ему браслет. Где-то в другом месте неприятный офицер связался с неизвестной группировкой, которая приказала ему контролировать Ханну и устранить Дачи. Тем временем во Всемирной корпорации второй механизм начал действовать. Он знал о пистолете Дачи и подозревал, что люди используют какую-то принцессу, вероятно, имея в виду Ханну. Тем не менее,
Синеволосый противник взлетел в космос. В командном центре прозвучал сигнал тревоги, и офицер, которому это не понравилось, узнал в противнике того, кто убил отца Дахая. Дахаю, которому было поручено написать отчет о получении оружия, было сложно решить, что написать. Внезапно офицер подошел к Дахаю и сообщил, что противник, который сейчас атакует, это тот, кто убил его отца. Командир, потрясенный тем, что противник, которого отец Дахая считал погибшим много лет назад, вернулся, не хотел, чтобы Дахай участвовал в бою. Несмотря на это, Дахай сел в ракету и отправился в бой. Командир, не зная, как Дахай получил разрешение, отчитал офицера, который признался, что дал ему разрешение. Губернатор спросил, почему Дахая отправили, указав, что броня робота не была в порядке. Именно этого и добивался офицер. Затем командир запретил силам безопасности входить в любые охраняемые зоны без его разрешения. Тем временем Хана, услышав новости от своей белки, схватила Типе и выбежала из дома. Акари взломала спутники, чтобы помочь Дахаю, небрежно заметив, что это пустяки по сравнению с тем, как она проникла в ВВС в прошлом году. Хана одновременно направила энергию в таинственную машину, пока противник уничтожал спутники один за другим. Дахай спросил командира, действительно ли этот противник убил его отца. Затем Дахай столкнулся с врагом, который ловко увернулся от пуль Дахая и отбросил его. Когда враг снова атаковал, появился новый робот. Сначала противник подумал, что это союзник, но был потрясен, когда робот ударил его. Хана рассказала всем, что новый робот на их стороне. Затем робот создал круглую радугу, и Диджи понял, что это Типе. Командир отправился в кабину пилота Типе, недоумевая, как машина, которая раньше не работала, вдруг заработала. Питер предположил, что это дело рук Ханны, а Акари приписал их победу божественному вмешательству. После битвы синеволосый враг был озадачен тем, что он воспринял как предательство со стороны предполагаемого союзника. На следующий день Дачай и Акари беспокоились о судьбе Ханны и Типе. Акари попыталась развеселить Дачая и предложила пробраться на базу. Тем временем Ханну подвергли всестороннему обследованию, которое подтвердило, что именно она активировала машину. Типе тоже проверяли на наличие отклонений в работе мозга и психического здоровья. Питер сообщил Типе, что робот, которым он управлял, был получен от вражеской корпорации, когда они нашли и доставили Типе на базу. До вчерашнего дня они понятия не имели, что он может работать. Корпорация публично заявляла, что это оружие с системой управления, но теперь выяснилось, что у него есть более важная цель. Питер рассказал, что Типе не управлял роботом, а был его душой. Типе, который до недавнего времени был обычным мальчиком, начал вести себя странно. Питер хотел изучить эти изменения. Командир решил сохранить это в тайне от остальных на базе, пока не будут проведены дополнительные исследования, хотя и признал, что ситуация выходит за рамки его полномочий. Некоторые задавались вопросом, не предаст ли Типе их, но командир утверждал, что Типе спас Дачая и пока может считаться союзником. Типе, однако, чувствовал отвращение к себе за то, что стал похож на врага, с которым они сражались. Тем временем двое врагов проникли на остров, переодетые продавцами крепов. Дачай и Акари купили у них крепы, но белка Ханны настороженно отнеслась к их грузовику. Позже Дачай и Акари проникли на базу и узнали, что Ханна находится в медицинском отделении. Акари пошарил вокруг и обнаружил, что Типе находится в комнате для допросов. Командир разрешил Дачаю навестить его. В комнате Типе создал радугу в своей руке. Он признался, что хотя в детстве он гордился этой способностью, сейчас он считает это ненормальным и избегает делать это в присутствии других. Типе признался, что чувствовал, что он уже не тот человек, каким был раньше, но Дачай убедил его оставаться верным своему нынешнему «я». Дачай вернул браслет Типе в благодарность за спасение его жизни. Тем временем два замаскированных Гиромира получили доступ на базу, обманув охрану у ворот и камеры наблюдения. Они проникли в комнату управления камерами и взломали системы организации. Акари и сотрудники базы быстро обнаружили брешь и поняли, что целью злоумышленников был Дачай. Командир с двумя подчиненными начали его поиски. Однако на самом деле двое злоумышленников охотились за Типе. Столкнувшись с ним лицом к лицу, они признали его прежнюю личность, от которой Типе отказался. Они спросили, почему он вмешался во время предыдущей битвы и не намеревался ли он предать их. Прибыл командир со своими солдатами и потребовал сообщить, кто эти незваные гости. Типе узнал в них продавцов блинчиков. Амарок, мужчина с синими волосами, и Малкол, женщина, представились как планетарные механизмы.
Они приготовились сражаться до конца, но Акари восстановила контроль над системой, вынудив этих двоих отступить к своим роботам, спрятанным в их транспортном средстве. Командир и его солдаты преследовали их. Амарок активировал робота, сея хаос в окрестностях. Несмотря на тяжелое вооружение, солдаты не смогли остановить разрушение. Вмешался Типе, готовый сдаться им. Тем временем Дачий прибыл на место, не позволил Типе уйти и выстрелил из энергетического оружия в робота Амарока, повредив его. Удивленный незнакомым оружием, Амарок приказал Малкину отступить. Хотя Типе остался с людьми, Амарок был уверен, что Типе не предаст их, потому что ощущение возвращения в свою истинную форму в космосе было незабываемым. Командир не знал всей правды об этих врагах, но понимал, что они представляют серьезную угрозу. Если бы их роботы добрались до Земли, человечество было бы обречено. Вернувшись в командный пункт, он обнаружил, что Акари восстановила систему. Когда он спросил, где она, то узнал, что она уже ушла. Затем он спросил Питера, что тот думает об их молодом поколении. Питер не знал, что ответить. На следующий день доктор порекомендовал Дачию остаться в лазарете для дальнейших обследований. Хотя Дачий чувствовал себя хорошо, Ханна настояла на тщательном осмотре. Командир вызвал доктора, оставив Типе ждать его. Типе чувствовал, что прежняя жизнь с друзьями стала далеким воспоминанием. Ханна винила себя в том, что случилось с Типе, но он заверил ее, что это не ее вина. Он боялся стать врагом своих любимых друзей и переживал, что потеряет контроль над собой, когда снова превратится в робота. Когда Типе встретился с командиром, ему поручили секретную миссию — отправиться на космическую станцию губернатора, чтобы забрать заключенного по имени Егэ, который тоже был целью врага. Генетический материал Иго был использован для создания Типе, что делало его, по сути, отцом Типе. Им нужно было найти Иго раньше врага, потому что его уникальные гены были очень важны. Типе заверили, что ему не придется превращаться для этой миссии, и он сможет выполнить ее без проблем. Акари сопровождала его в космосе, придумав историю о том, что она летит навестить свою мать, губернатора станции. Когда они прибыли на космическую станцию, Типе заметил какую-то необычную активность в зоне посадки. Встретившись с матерью Акари, он осторожно расспросил персонал о другом корабле, который только что прибыл. Он узнал, что это был корабль с припасами. Затем Типе и Акари начали свою секретную миссию по поиску Иджи. Акари заметила признаки вражеского проникновения и поняла, что они тоже ищут Иджи. Осознав это, они решили нанести удар первыми. Они нашли криокамеру, в которой находился Иджи. Типе был удивлен, увидев, что Иджи такой молодой. Акари предупредила, что враги приближаются, и они решили бежать. Типе решил разбудить Иджи и выбраться через аварийный выход. Когда Иджи проснулся, он сразу узнал Типе, потому что тот выбрал имя Типе. Понимая, что они в опасности, Иджи согласился сотрудничать. Троица открыла аварийный выход и приготовилась бежать. Когда враги нашли открытый люк, они поняли, что их цель ускользнула, и бросились в погоню. Но троица спряталась в разных криокамерах, чтобы сбить их с толку. Когда путь был свободен, они начали настоящее бегство. Егэ считал себя отцом Типе, но Типе отказался от этого, потому что не чувствовал, что у него есть настоящий отец. Когда они бежали, один из врагов устроил им засаду. Егэ придумал план. Он выпустил 3 скафандра и позволил им улететь. Враг решил, что они пусты, и выстрелил в них. Но Егэ спрятался в одном из скафандров и напал на врага, дав Типе возможность оглушить его дротиком с транквилизатором. Но враг успел выстрелить. Иджи прикрыл Типе, а Акари перевязала его. Иджи придумал, как им сбежать, пока их не поймали. Они должны были воспользоваться пластиковой взрывчаткой, которую враги принесли с собой, чтобы взорвать дверь. Они втроем выбрались через стену и добрались до стыковочного отсека, но там была усиленная охрана. Хотя у Иджи был план побега, Типе не хотел принимать его как своего отца. Воспользовавшись моментом, Иджи обнял Типе, выхватил у него электрошокер и оглушил его. Иджи решил уйти один, зная, что враги профессионалы и будут преследовать Типе, если они будут вместе. Он надеялся, что, разделившись, он отвлечет их внимание на себя и обеспечит безопасность Типе. Он подозревал, что кто-то специально организовал встречу Типе с ним под видом задания. Позже командир рассказал, что Иджи напал на Типе, потому что не хотел, чтобы Типе стал подопытным. Теперь Иджи был схвачен врагами, и все это ради безопасности Типе. Типе и Акари вернулись и извинились перед матерью Акари за то, что солгали о задании. По дороге домой Типе заметил, как близки Акари и ее мать, и Акари сравнила это с отношениями между Иджи и Типе.
Однако Типе не хотел соглашаться с этим сравнением. На базе командир рассказал, что группа, которая удерживала Иджи, работала на силы безопасности. Когда их спросили, они не признались. Типе думал, что миссия провалилась, но командир объяснил, что Иджи сбежал сразу после приземления, и миссия была частично успешной. На следующий день губернатор позвонила командиру и спросила о Идже, который все еще был в розыске. Она подчеркнула, что его нужно найти как можно скорее, потому что планы их организации, связанные с Идже, нельзя было нарушать. Акари подслушала этот разговор, и ей рассказали, что секретный проект организации направлен на то, чтобы человечество выжило перед лицом надвигающихся катастроф. Эта информация была засекречена, и Акари запретили ею делиться. Губернатор отметил, что робот Типе неподвижно завис в космосе, и решил пока ничего не предпринимать. Тем временем Дачи продолжал тренироваться в управлении роботом, быстро адаптируясь благодаря опыту в подобных видеоиграх, хотя его показатели были значительно ниже, чем у Типе. Типе хотел продолжить тренировку, но остановился, когда Ханна забеспокоилась. Со стороны корпорации стало известно о плане председателя. Избранные люди покинут Землю, а оставшееся население будет уничтожено роботами. Затем роботы покинут Солнечную систему, поскольку у них не будет причин здесь задерживаться. Командир вернулся на остров, чтобы навестить могилу отца Дачи, и встретил там его опекуна. Дачи поговорил с Ханной и спросил, что она имела в виду, когда они впервые встретились. Ханна объяснила, что она была создана планетарными шестеренками, чтобы владеть особым оружием, но ее выбросили, когда она не смогла им воспользоваться. Оставшись в темном заброшенном месте, она была спасена светом Дачи. Теперь рассказал Акари об истинной природе планетарных шестеренок, которые были созданы из материала куба, содержащего кристаллизованные души. Пока куб был цел, планетарные шестеренки были практически бессмертны. Однако Типе не нравилось быть одним из них, потому что, достигнув своей цели, они не получали ничего, кроме пустоты. Он задавался вопросом, было ли бессмертие вечным счастьем или просто тюрьмой. Не зная, что ответить, Акари пошла поискать что-нибудь поесть. Тем временем председатель корпорации рассказал, что его офис защищен биометрической системой безопасности, и войти туда может только он. Но Амарок и Малкин легко проникли внутрь. Они нашли его умный компьютер и сговорились с ним, чтобы обмануть председателя, который был так сосредоточен на своих целях, что даже не подозревал об их истинной личности. Затем они связались со своим куратором и попросили его ускорить план по захвату Ханны. В это же время Дахай встретился со своим опекуном, который также был его дядей, и попросил разрешения поговорить с ним наедине. Сначала дядя Дахая думал, что тот просто путешествует на летних каникулах. Но он был потрясен, узнав, что Дахай вступил в правительственную организацию и участвует в опасных миссиях, несмотря на свой юный возраст. Он был благодарен дяде за заботу, но у него были свои обязанности. Тем временем Ханна чувствовала себя чужой в этом мире. Внезапно появился куратор и направил на нее пистолет. Ее белка убежала, чтобы предупредить Дахая. Заметив странное поведение белки, Дахай пошел за ней и увидел, что куратор угрожает Хане и пытается ее забрать. Дядя Дахая тоже пришел и велел ему отойти, потому что у мужчины был пистолет. Но Дахай попросил дядю отступить. Он достал свой энергетический пистолет, но куратор насмехался над ним, говоря, что у него не хватит смелости выстрелить. Дахай убрал пистолет и бросил свой бумеранг, который куратор отбил, не понимая, что тот вернется и ударит его по голове, сбросив в воду. В итоге мужчину поймали. Дядя Дахая решил оставить его под присмотром командира, признав, что Дахай вырос и стал решительнее. Той ночью командир показал своему помощнику, что случилось с Луной судьба, которая постигнет Землю, если роботы планетарного механизма доберутся до нее. Любой, кто приблизится к их роботам, будет уничтожен. Но защитное оружие Дахая сделало его единственным, кто может с ними сражаться. Командир чувствовал себя беспомощным, потому что ситуация казалась почти безнадежной. Тем временем председатель корпорации сочувствовал организации главного героя, потому что они не знали, что искусственный интеллект сам выбирал, кто будет жить в новом мире. Амарок и Малкин, в свою очередь, сочувствовали председателю, который не знал, что его самого использовали. Помощник командира обнаружил исследовательский центр, который был дочерней компанией корпорации Макбет. Это произошло 10 лет назад. На фотографиях были изображены Амарок и Малкин. В центре проводились эксперименты над детьми, чтобы создать тех, кто будет совместим с машинами, которые теперь стали космическими роботами. После инцидента все дети исчезли, кроме Типе. Активация робота указывала на то, что план корпорации Макбет был близок к завершению. По словам Типе,
Планетарные шестерни собирали энергию Земли, чтобы перезапустить материнский корабль, который находился в спящем режиме возле Урана. Это был катастрофический сценарий. Если бы это подтвердилось, то, скорее всего, они бы разбомбили корпорацию Макбет и обвинили в этом террористов, чтобы предотвратить панику среди населения. Правительство решило сохранить в тайне надвигающуюся катастрофу, полагая, что если люди узнают, то это приведет к хаосу. Тем временем группа Дахая спокойно ела арбуз. Типе наслаждался этим моментом, отмечая, что если хоть один враг доберется до Земли, то высосет из нее всю энергию. Акари успокоила его, сказав, что его присутствие означает, что им не о чем беспокоиться. Но Типе сомневался, что сможет контролировать себя, если превратится в робота, и предупредил, чтобы они не возлагали на него слишком большие надежды. Дахай призвал всех сохранять оптимизм и смотреть в будущее. Вдруг белка Ханна начала паниковать. Группа доложила об этом командиру, и Ханна сообщила ему, что белка предупредила их о готовящемся нападении врага. Она точно указала место, где находился враг, и предсказала, что они запустят ракету в космос этой же ночью. Дахай уже сел в ракету и готовился к запуску. Командир пытался отговорить Дахоя от участия в битве, ссылаясь на его недавние смертельные испытания. Но Дахай настаивал, что не может просто стоять в стороне и позволить миру погрузиться в опасность. Командир, видя, что Дахай похож на своего отца, не смог найти способ остановить его. Той ночью Малькольм отправился в космос, чтобы атаковать, и командир был поражен точностью предсказания Ханны. Ханна подтвердила, что верит в свою белку, сказав, что она никогда раньше не лгала ей. Дахай был готов к запуску и поднялся в космос. Не вдаваясь в подробности, он быстро вступил в бой с врагом и открыл огонь. Малкин умело уклонялся от выстрелов, и тут появился Амарок, чтобы присоединиться к битве. Ханна, почувствовав ситуацию, позвала Типе, чтобы он пошел с ней. Но Типе был парализован страхом, что если он превратится в робота, то потеряет свою человечность. Акари подошла к нему и ударила его, выводя из оцепенения. Она потребовала, чтобы Тёпе вернулся живым, как обещал, и они вместе съели арбуз. Решительный Тёпе согласился и пошел с Ханой. Тем временем появление Амарока в бою поставило Дахая в невыгодное положение. Амарок сумел отрубить Дахаю руку, сделав его уязвимым. Малкин непрерывно атаковал издалека, а Амарок нападал на него в ближнем бою, не давая Дахаю возможности защититься. Когда Дахай попытался отступить, они окружили его с обеих сторон. В критический момент неожиданно появился Типе. Они решили разделиться, чтобы справиться с угрозой, но Амарок схватил Дахая и прижал его к земле, приказав Малкину стрелять в них обоих. Для планетарных шестеренок выживание зависело только от неповрежденного ядра куба. Но Дахай был не таким, как они. Малкин зарядил мощную стрелу, угрожая пронзить их обоих. Типе пришлось быстро принимать решение. Он вытащил ядро куба Амарока и использовал его, чтобы заблокировать стрелу. В результате взрыва Малкин была ранена и отступила. Дахай, освободившись, смог оттолкнуть Амарока, но его двигатели были повреждены, и он не мог двигаться. В этот момент Акари подвела спутник на нужную позицию, чтобы подтолкнуть Дахая вперед. Она запустила несколько ракет, чтобы ускорить его движение, и Дахай смог победить Амарока одним ударом. Их машины были повреждены, и Амарок с Малкином были в ярости на Типе за то, что он официально предал их. Командир спас Типе, который теперь был обычным человеком и лишился своих способностей. В руках у него был еще один пистолет. Позже командир связался со своей бывшей женой и сообщил ей о своем намерении назначить Акари официальным членом их организации. Губернатор, заметив, что командир воспрял духом, согласился поддержать его. Затем командир встретился с группой Доха, которая была одета в новую форму. Типе был поражен тем, что Дах в одиночку победил Амарока и вернул себе кольцо. Командир объявил, что теперь все четверо являются официальными членами организации, а Дахай будет их лидером. Дахай был в шоке, он не знал, как руководить, но Ханна предложила сначала съесть арбуз, как и планировали. Тем временем глава враждебной корпорации был недоволен провалом Малькольма и Амарока и их несанкционированными действиями. Однако ИИ заверил его, что все под контролем. Амарок и Малкин вернули свои поврежденные машины в техническую службу для ремонта. Специалисты выяснили, что из-за чрезмерного использования энергии произошло короткое замыкание, и на устранение неполадок потребуется 2 недели. Поскольку другие планетарные машины не пострадали, Малкин и Амарок решили найти кого-нибудь из знакомых, кто мог бы им помочь. Группа Дахая села на корабль, направляющийся в другой город, так как Ханна и ее белка почувствовали там присутствие мощной энергии, что указывало на высокую вероятность появления врага.
Проанализировав машину, которой управлял Типе, Питер обнаружил, что она совместима только с Типе и не подходит для постоянного использования. Это временно гарантировало, что Амарок и Малкин не нападут, так как им нужно было сосредоточиться на поиске остальных 5 планетарных машин. Типе рассказал, что всего их было 8, но большинство из них потеряли память о том, что они были планетарными машинами. Однако, если приблизиться к другой машине, память может вернуться. Типе также понял, что Амарок и Малкин могут найти другие планетарные машины. Поскольку Типе потерял свои кубические способности, он больше не мог их чувствовать. В результате командир поручил группе найти и не дать остальным машинам восстановить память. Когда подготовка была завершена, включая подбор одежды, помощник командира сообщил им о возможном месте, где Амарок и Малкин могут спрятать свою машину для трансформации сегодня вечером. Однако Акари была равнодушна к заданию и вместо этого сосредоточилась на поиске интересных мест для посещения, что раздражало помощника. Группа отправилась в ресторан, который также был казино, чтобы попробовать местную кухню. Акари попыталась использовать способность белки предсказывать исход игры, но Хана объяснила, что предсказание — это скорее инстинкт, а не контролируемая сила, что разочаровало Акари. Внезапно к нам подошел сотрудник казино по имени Зин и заявил, что шахтерам запрещено входить внутрь. Однако вмешался владелец казино, объяснив, что он разрешил им войти, и сообщил Зинну, что там кто-то хочет его видеть. Покинув казино, Хана и Акари отправились перекусить, а Дача и Типе направились в гавань на поиски врагов. В гавани Амарок неожиданно обнаружил Дачи и выразил удивление по поводу их постоянных встреч. Затем Амарок рассказал, что именно он убил отца Дачи. Дачи немедленно увернулся от выстрелов Амарока и выхватил свой пистолет, но Амарок убежал. Когда Типе вернулся и услышал, что произошло, он посоветовал Дачию в следующий раз стрелять первым. Амарок перегруппировался с Малкиным и сообщил ей о присутствии Дачия. Подозревая, что их группа разгадала их план, Амарок счел ситуацию более занимательной. В тот вечер, вернувшись на корабль, командир подтвердил, что предсказание Ханны было точным. Однако Ханна приписала это Белке, отрицая свой собственный вклад. Командир также сообщил, что целью, которую искали Амарок и Малкин, был 17-летний подросток. Дачий почувствовал что-то знакомое при упоминании этого возраста. Тем временем в казино владелец проводил Зина на встречу с настоящим вдохновителем заведения. Истинный владелец рассказал, что Зин обладает силой, позволяющей ему заставить шарик рулетки упасть именно туда, куда он нацелен. Хотя Зин не до конца понимал свои способности, они неизменно срабатывали. Владелец стремился использовать эту способность для получения прибыли от казино, обещая Зинну взамен роскошную жизнь. Однако Зин счел этот стиль жизни кукольным по сравнению с его прежней страстью к фотографии. Затем появились Амарок и Малкин, которые быстро победили владельца казино. Малкин поцеловал Зинна, чтобы пробудить его воспоминания, заставив Зинна осознать свои силы и ожидающее его волнение. Его привели к их машине, чтобы он активировал робота, который оказался уменьшенной копией. Группа Дахая тут же выдвинулась на место. Дахай управлял маленьким роботом, чтобы противостоять Зину. Зин, уверенный в своей новообретенной силе, заявил, что ему все по плечу. Они начали перестрелку. Но Дахай не мог точно прицелиться и отступил, чтобы увернуться от выстрелов Зина. Акари взломала систему робота Зина и узнала, что это тот самый мальчик из казино. Она также обнаружила, что робот Зина через минуту превратится в гигантскую форму в космосе. Поняв, что их системы взломаны, Амарок и Малькольм попытались остановить Зина, но он проигнорировал их и запустил электромагнитный импульс. Эта электромагнитная волна вывела из строя все электронные устройства в радиусе действия. Зин тут же попытался выстрелить в Дахая, но неожиданно Дахай использовал свой пистолет, чтобы снова активировать робота, и выстрелил в ответ. 2 пули пролетели мимо друг друга, Дахай успешно увернулся, а робот Зина попал прямо в энергетический центр, и тот взорвался. Затем Зин сбежал с места происшествия. Вскоре после этого во всем районе восстановили электричество. Акари отметила, что они чудом избежали катастрофы, так как до превращения врага оставалось всего 8 секунд. Тем временем Типе чувствовал себя все более бесполезным, считая, что он единственный, кто ничего не сделал для команды. Позже Зин объединился с Амароком и Малкиным. Амарок обвинил в их поражении взлом системы и поклялся первым уничтожить хакера. Зин, однако, признал, что с этого момента мир станет гораздо интереснее. Несколько дней спустя команда Дахая прибыла в другой город, чтобы найти следующее мировое снаряжение. Питер проанализировал робота Зинна, с которым они сражались в прошлый раз, и обнаружил, что в его кабине есть отсек, где находится пилот и энергия, необходимая для работы робота.
Эта энергия была того же типа, что и оружие их команды. Когда энергетический отсек был установлен в маленьком роботе, процесс преобразования энергии занял 4 минуты. Таким образом, если бы они смогли уничтожить энергетический отсек за 4 минуты, то смогли бы предотвратить активацию космического робота. Эта важная информация снова была получена благодаря усилиям Акари. Из-за того, что ее так часто хвалили, Акари очень гордилась собой. Однако ее успех привлек внимание Амарока и Малкина, которые узнали ее и начали за ней следить. В тот вечер команда Дэчая отправилась ужинать. Типе предсказал, что враг снова появится в этом городе, но уничтожить его за 4 минуты будет непросто. Он был расстроен, что в таком густонаселенном городе снова предстоит битва. Поужинав, Акари решила прогуляться и купить новый ноутбук, так как ее старый был уничтожен электромагнитной волной во время предыдущего сражения. Типе предложил пойти с ней, чтобы защитить ее, но Акари настояла на том, что справится сама, и попросила его сосредоточиться на миссии команды по поиску мировых шестеренок. Это еще больше усилило чувство неполноценности Типе. Тем временем в истории появилась Ака, известная певица. Однако Ака устала быть певицей после того, как прочитала статью, в которой говорилось о ее прошлом в приюте и отсутствии образования. Она боялась, что поклонники отвернутся от нее, и она снова останется одна. Ее менеджер успокоил ее, сказав, что если людям она не понравится, то на ее выступлениях все равно будут зрители. В другом месте к Акере подошел Зин. Она быстро бросила в него свою сумку с покупками и убежала. Но когда она уже думала, что спаслась, Амарок схватил ее. Он набросился на нее и, вколов ей успокоительное, лишил сознания, а потом увез ее. В это же время менеджер Акери сообщил организаторам мероприятия, что она поддерживает Акери, веря в ее талант. Но тут к Акери в туалете подошел Малкин и провел ритуал, чтобы пробудить ее воспоминания. Акери быстро пришла в себя, и в ней пробудилась сила мирового механизма. Тем временем команда Дахая вернулась на базу, и помощник командира спросил, знают ли они, где Акери. Они ответили, что Акери пошла за покупками, и помощнику это показалось странным, ведь зачем отключать телефон во время шопинга? Типе, чувствуя вину, пожалел, что не настоял на том, чтобы пойти с Акери и защитить ее. Тем временем Акери пришла в себя. Выслушав насмешки Малкина, он потребовал, чтобы она взломала системы их организации и уничтожила их. Амарок сделал предупредительный выстрел, чтобы заставить Акери подчиниться. Тем временем на базе помощник заметил, что Акери нет, а время начала операции приближается. Она заподозрила, что Акери бездельничает, но Хана заступилась за нее, сказав, что Акери никогда бы так не поступила. Дахай готовился к бою в своем роботе, а теперь все больше подозревал, что с Акери что-то случилось. Вскоре Акери активировала своего робота и появилась на крыше небоскреба. Дахай быстро получил сообщение и попросил разрешения вступить в бой. Сначала помощник отказал, сославшись на расстояние до места и стиль боя противника, основанный на артиллерии, что поставило бы Дахая в невыгодное положение. Но Дахай настоял, сказав, что лучше оказаться в невыгодном положении, чем позволить врагу атаковать населенный пункт. Несмотря на риски, он вступил в бой. Типе согласился и активировал систему, чтобы Дачей мог вступить в бой. Пусковая площадка была быстро подготовлена, и Дачей вылетел из вагона поезда. Понимая, что он не сможет приземлиться точно в цель, Дачей выстрелил из своего оружия, чтобы продвинуться дальше. Затем он достал пистолет и продолжил лететь вперед, отстреливаясь от Аки. Однако Аки была сильнее, и робот Дачия был сбит. Аки не стала его преследовать, так как ее команде нужно было только превратиться в космического робота, чтобы одержать победу. Тем временем Акария заставили убедиться, что Дачей не сможет взлететь в космос, если враг успешно трансформируется. Дачей решил пойти на отчаянный риск. Он достал свой последний пистолет и взлетел, чтобы атаковать. Аки быстро вывела из строя еще одно оружие Дачия и уничтожила одну из его рук. Не испугавшись, Дачи открыл кабину и выстрелил из личного оружия в Аки. Она подняла щит, чтобы защититься, но Дачи увеличил мощность выстрела, успешно уничтожив голову робота Аки и не дав ей трансформироваться. Он едва не упал с небоскреба, и у него оставалось всего 3 секунды. Аки решила вернуться к своей прежней карьере и продолжить выступление для своих фанатов. Тем временем Амарок заставил Акари взорвать базу героев. Дачей получил сообщение, что их пусковая система была выведена из строя на 90%, что, скорее всего, сделала Акари. Команда пришла к выводу, что Акари была схвачена, и Типе пожалел, что не пошел с ней раньше.
В этот момент Акари решила выступить против них. Она заявила, что больше не будет подчиняться Амароку или Малкину. Вместо этого она пригрозила запустить все ядерное оружие на Земле, чтобы уничтожить человечество. Ей было все равно, что человечество может исчезнуть, потому что, как позже объяснила Теппи, цель шестеренок мира — получать энергию от людей. Если бы человечество исчезло, понадобились бы миллионы или даже миллиарды лет, чтобы люди снова эволюционировали и начали вырабатывать энергию. Малкольм поцеловал Акари, подтверждая, что она серьезно настроена осуществить свой план. У Амарока не было выбора, кроме как отпустить ее. Акари заявила, что инопланетные захватчики, подобные им, никогда не победят человечество. Через несколько дней группа прибыла в следующий пункт назначения, где Ханна и Белка предсказали, что там будет проходить еще одно мероприятие по вербовке в шестеренке мира. Командир приказал всем быть осторожными, потому что похищение Акари во время предыдущей миссии было серьезным происшествием. Акари преуменьшала значение этого инцидента, но командир, как заботливый родитель, видел все иначе. Теппи выразил свой растущий пессимизм по поводу того, что он не может помочь команде. Помощник командира посоветовал Теппи признать свои сильные стороны и возможности. Она дала ему задание пройти тест на силу, используя себя и свое оружие. Если он справится, это повысит общую силу команды. Воодушевленный словами Дэчей, Теппи почувствовал себя немного увереннее. Тем временем, потенциальным пользователем шестеренки мира оказалась девушка по имени Лин, которая увлекалась скоростью. Лин, гонщица, нравилась многим парням, которые предполагали, что она, возможно, из богатой семьи, учитывая ее дорогой мотоцикл. История показала, что Лин финансировал ее близкий друг Мао, исследователь, который поддерживал увлечение Лин гонками. Лин попросила Мао улучшить ее мотоцикл. Тем временем Дача и Ханна гуляли вместе, когда браслет Дэчи зацепился за рубашку Ханны. Пока Дачей пытался распутать провод, он немного нервничал из-за того, что они были так близко друг к другу, но ему удалось справиться с этим, прежде чем ситуация стала еще хуже. Акари чувствовала себя виноватой из-за того, что сказала Теппи, понимая, что он слишком серьезно воспринял ее слова о своей полезности. Однако Дачей увидел в этом положительную сторону, осознав, что Теппи очень хочет помочь команде. Затем в повествовании раскрывается причина, по которой Мао финансировала участие Лин в гонках. Она нуждалась в Лин для эксперимента. Во время одного из экспериментов неожиданно появились Малкин и Амарок. Амарок подошел и разбудил Линна, а Мао была потрясена, увидев, что активность мозга Лин резко изменилась по сравнению с тем, что было всего несколько минут назад. Мао поняла, кто такие Амарок и его группа, но прежде чем она успела что-то сделать, они разобрались с исследователями и ушли. Вскоре после этого трио мировых шестеренок встретилось с Дачием. Амарок хотел сразу же разобраться с Дачием, но Лин захотела поиграть с ним, поэтому Амарок позволил ей это сделать. Лин встретилась с Дачием в океанариуме, где они обсуждали концепцию смерти. Лин утверждала, что смертность человечества доказывает, что они несовершенные существа. А Дачей возражал, что неспособность умереть показывает, что такие существа, как шестеренки, не совсем люди. Их спор разгорался, пока Лин не достала пистолет, заставив Дачия увернуться и убежать. Лин преследовала его, но Дачий перехитрил ее, обойдя сзади и прицелившись. Дачий попытался обезоружить ее, но Лин ударила его ногой и убежала. Лин вернулась к Амароку и Малкину, села в свою боевую машину и решила отомстить Дачию за их предыдущую встречу. Ее сигнал быстро засекли, и Дачий понял, что она станет его следующим противником. Помощник предупредил его, чтобы он был осторожен, так как он уже сталкивался с врагом. Поскольку битва должна была проходить под водой, Дачий нырнул в воду, чтобы сразиться с Лин. Лин, вооруженная машиной, специально предназначенной для подводного боя, двигалась с невероятной скоростью и безжалостно атаковала, серьезно повредив робота Дачия. Когда время вышло, Дачий позволил Лин схватить себя, воспользовавшись возможностью нанести удар по ее машине. Но прежде чем он успел ее уничтожить, время вышло, и Лин поднялась в космос, чтобы начать трансформацию. В этот момент Теппи попросил разрешения использовать экспериментальное устройство, которое еще находилось в разработке. Командир сначала отказал, ссылаясь на высокий риск использования непроверенной системы. Но Питер одобрил просьбу Теппи, посчитав, что только Теппи сможет переломить ход битвы. Теппи возразил, что раз Дачий позволил врагу сбежать, то он должен его догнать, подчеркнув, что команда должна поддерживать друг друга. Командир оставил решение задачам, который, как лидер команды, разрешил Теппи действовать. Была проведена подготовка к запуску Теппи и процессу слияния. Теппи был запущен в космос, пройдя через 3 космические станции, чтобы завершить процесс слияния. Пропустив технические процедуры, Теппи получил нового робота, похожего по конструкции на робота Дачия, но окрашенного в синий цвет и оснащенного пушкой на левой руке для дальних атак.
Несмотря на это, Лин легко уклонялась от атак и приближалась к Типе. Затем она создала несколько многомерных порталов, чтобы атаковать с разных сторон. Окруженный порталами, Типе закрыл глаза, полагаясь на восприятие потока энергии, а не на зрение, чтобы не отставать от Лин. По Типе был открыт огонь из пулеметов, но он успешно увернулся и вошел в нужный портал, столкнувшись с роботом Лин. На время побежденный Лин отступила к Амаруку и Малкину. Она сообщила им о новом грозном противнике. Тем временем Дачий был поражен новыми способностями Типе. В то же время исследователь Мао пришел в себя и вернулся домой. Там его ждала девушка по имени Сэцуна. Как и у Ханны, у Сэцуны был помощник Белка. 10 лет назад Мао и его команда обнаружили потенциал Сэцуны. Ее пение могло генерировать энергию, идентичную той, что использовалась в оружии, которым пользовалась команда Дачия. Через несколько дней Типей присоединился к команде Дачи. Дачи интересовался, где был помощник, и Акари посоветовала ему не слишком на него полагаться. Размышляя о своих ошибках, Дачи признал, что в побеге врага была его вина. В знак признания заслуг Типе Дачи подарил ему ожерелье. Типе отметил, что осталось всего 2 врага, и их миссия будет завершена. В это время помощница Дачия пришла в бар, чтобы встретиться с владельцем, который 10 лет назад был детективом. Она хотела узнать, почему он бросил свою работу детектива, и пришла сюда, чтобы собрать информацию. Но он не захотел ей рассказывать. Тогда она спросила его о происшествии с корпорацией Макбет 10 лет назад. В то время корпорация Макбет разрабатывала мобильное оружие с получеловеческим полумашинным интерфейсом. Вершиной их экспериментов стало создание 6 детей с помощью незаконных генетических манипуляций. Кто-то раскрыл корпорацию, и власти забрали 6 детей. Виновные в этом проекте были быстро арестованы. В то же время на окраинах Токио люди начали загадочным образом впадать в кому по ночам и не просыпались несколько дней. Многие считали, что это произошло из-за экспериментов корпорации Макбет. В хаосе нынешний председатель воспользовался возможностью и захватил власть, свергнув прежнего председателя. Позже выяснилось, что бывший председатель был найден мертвым, и полиция закрыла дело. Помощник пришел к бывшему детективу, чтобы узнать, что случилось с 6 детьми, которых забрали власти. У него не было никакой информации о них, так как все записи были уничтожены, а начальство не давало ему доступа к дальнейшим данным о детях. Он решил провести собственное расследование, чтобы узнать, где они находятся, но его раскрыли и уволили. Он искал детей, потому что подозревал, что начальство что-то скрывает, и не верил, что детей отпустили или их данные надежно защищены. Помощник ушел, поняв, что у детектива больше нет полезной информации, но подозревал, что она что-то знает о 6 детях. Он вспомнил, что у каждого из 6 детей был номер от 3 до 8, а значит, номера 1 и 2 могли быть у других детей. Он подозревал, что другие дети тоже могли участвовать в незаконных экспериментах по созданию продвинутого оружия. Тем временем нынешний председатель вспомнил обстоятельства предполагаемого самоубийства бывшего председателя. Перед смертью бывший председатель позвонил ему и сказал, что его подставили. Но расследование не выявило никаких доказательств, и нынешний председатель заподозрил, что в этом замешана корпоративная ИИ-система. Но ИИ-система настаивала, что она просто выполняет свою задачу, для которой была создана. В другом месте Хана и Акари неожиданно встретили Сэцуну у бассейна. Акари удивилась, увидев, что у Сэцуны есть белка, похожая на белку Ханы, и спросила, умеет ли белка разговаривать. Для обычных людей ответ очевиден нет. В это же время Мао и ее ассистентка настраивали оборудование для эксперимента, а Сэцуна вернулась через некоторое время, радуясь, что ей разрешили выйти за пределы исследовательского центра, чего раньше она не могла делать. Мао велела Сэцуне сесть на аппарат для проверки. Тем временем Дачий и Типе прибыли в исследовательский центр Мао, узнав о его связи с корпорацией Макбет. Неожиданно они столкнулись с Амароком и Малкином, которые сразу же открыли огонь, вынудив Дачия и Типе спрятаться за деревом. Типе был удивлен, что они проснулись и смогли так тщательно спланировать операцию. Воспоминания показали, что Малкин и Амарок раньше целовались, чтобы проверить свои телепатические способности. Позже нынешний глава корпорации Макбет усыновил их и подверг экспериментам по трансформации. В процессе они вспомнили свое прошлое,
Типе объяснил, что даже если мировой винтик еще не полностью проснулся, поцелуй с кем-то может дать доступ к телепатическим способностям и чтению мыслей. Тем временем выяснилось, что Мао собиралась перенести свое сознание в другое тело. Она хотела использовать бессмертие Сэцуны как мирового винтика, чтобы достичь своей мечты о вечной жизни. Однако Сэцуна прочитала мысли Мао и сбежала. Мао попыталась догнать ее, но была застрелена своим подчиненным. Амарок и Малкин обошли их сзади, чтобы напасть на Даче, но Типе выстрелил из пистолета, создав защитный щит для Дачи. Они удивились, увидев, что у Типе такой же пистолет, как у Дачи, и им пришлось отступить. Затем они пошли искать Сэцуну, но обнаружили, что там никого нет, и Сэцуна исчезла. В этот момент помощница Мао позвонила своему начальнику и сообщила, что устройство для перемещения шахты было украдено. Затем нам представляют Кумико, дочь босса якудза. Когда она была маленькой, отец привел ее на невольничий рынок и сказал выбрать себе подчиненного. Кумико явно была недовольна ужасной профессией отца, но в итоге выбрала ребенка, который сидел, сжавшись в углу клетки. В настоящем времени группа Чии прибыла на новое место. Они обсуждали, что хотя во время последнего инцидента роботы не были активированы, появление Амарока и Малкина наводило на мысль, что один из оставшихся двух мировых механизмов может быть где-то поблизости, хотя, похоже, они его еще не нашли. Белка Ханны упомянула, что эта поездка будет отличаться от предыдущих. Дахай, уже уснувший, был внезапно поцелован Ханной по предложению Акари, которая подумала, что это поможет ему лучше уснуть. Невинно Ханна поцеловала его, прежде чем вернуться в свою постель. Сцена переносится на подземную арену, где чемпион по имени Баку сражается с более крупным противником. Несмотря на разницу в размерах, Баку сохранил свой чемпионский титул одним ударом. Выясняется, что Баку — это ребенок, которого Кумико купила на невольничьем рынке много лет назад. Кумико считает, что Баку больше не нужно продолжать сражаться, но уважает приказ отца, чтобы он продолжал участвовать в боях. Баку также попросил Кумико держаться от него подальше, ссылаясь на ее помолвку, но она проигнорировала его. Затем пришел другой человек, чтобы проводить Кумико к ее отцу, который хотел с ней встретиться. Вернувшись к группе Дахая, они, как обычно, обедали, когда наткнулись на свадьбу. Наблюдая за тем, как жених и невеста целуются, Акари и Типе задумались, целовался ли Дахай когда-нибудь раньше. Дачи признался, что не видел, и это заставило их двоих заподозрить, что Хана могла украсть у Дачи его первый поцелуй прошлой ночью. Позже ассистент связался с группой и сообщил им о нелегальном подпольном турнире по боям в городе. Акари с радостью вызвалась расследовать это дело, и вскоре группа прибыла на арену, но их остановила охрана. Дичи показал приглашение, но охрана заявила, что шахтерам вход запрещен. Акари решила проблему, дав охранникам взятку, и группа смогла пройти. Внутри они стали свидетелями следующего боя Баку. На этот раз его противник был вооружен ножом, что разрешалось правилами. Нападавший наносил безжалостные удары, но Баку обезоружил его, ударив по запястью, а затем нанес мощный апперкот, чтобы одержать победу. Заинтригованный боем Амарок решил выйти на арену и сразиться с Баку. Группа Дачи удивилась, увидев, что Амарок пришел так быстро. Дачи остановил Типе, который хотел достать пистолет, и напомнил ему, что нельзя драться в таком людном месте. Неожиданно на арене появился босс казино, с которым Зину уже доводилось встречаться, и он все еще был зол на Амарока. Амарок начал бой, подавляя Баку и заставляя его защищаться. Однако Баку удалось схватить Амарока и повалить его на землю. Амарок быстро поднялся и, схватив Баку в удушающий захват, попытался пробудить его воспоминания. Баку сопротивлялся, вырвался и вызвал землетрясение, которое сотрясло арену. Свет погас, и Амарок с Малкином исчезли. Позже Амарока преследовал босс казино со своими людьми. Зин вмешался и предупредил босса, что если тот хочет жить, то должен уйти. Когда босс отказался, Зин проткнул ему сердце металлической трубой и ушел вместе с Амароком. Тем временем Малкольм столкнулся с Баку и попытался пробудить его воспоминания, но Баку дал отпор и сбежал, спрыгнув с моста. Неожиданно босс казино, которого считали погибшим, вернулся к жизни с полностью зажившей раной. Он понял, что бессмертен, и, казалось, не был удивлен этим. В это время Акари расследовала дело о подпольной арене и случайно обнаружила, что там произошло. На следующее утро группа World Gear привезла машину Баку в этот район, чтобы разобраться с проблемой. Зин тоже изучал информацию и был озадачен тем, что об убийстве босса казино, которое он совершил прошлой ночью, не было никаких новостей.
Тем временем группа Дэчая спросила своего помощника, было ли прошлой ночью землетрясение. Но никаких записей об этом не было, что означало, что землетрясение было вызвано силой World Gear. В другом месте Кумика встретилась с Баку и рассказала, что ей в последнее время снятся кошмары. Она призналась, что презирает своего отца, который относился к людям как к инструментам, и что его бизнес по торговле детьми был ее худшим кошмаром. Хотя она чувствовала, что не имеет права осуждать отца, ведь она сама выбрала Баку на невольничьем рынке, Баку не винил ее, сказав, что она дала ему место, где он может быть. Босс казино, который был женихом Кумика, презирал близость Баку и Кумика. Затем она попросила Баку показать фокус, который он делал раньше. Раньше Баку использовал свою способность восстанавливать разорванную фотографию матери Кумика, а на этот раз он сделал это с помощью игральных карт. Кумика поняла, что магия Баку на самом деле была его уникальной способностью. Тем временем Дачи и Типе тренировались в стрельбе. Типе хорошо справлялся, а Дачи испытывал трудности со стандартным огнестрельным оружием, но отлично справлялся в боевых ситуациях. Их помощник предложил Даче попробовать использовать его энергетический пистолет. Удивительно, но его показатели значительно улучшились. Когда его спросили, в чем разница, Дача объяснил, что пистолет ощущается как продолжение его тела, и пользоваться им так же естественно, как двигать рукой. Вскоре после этого помощник получил сообщение от Акари, в котором говорилось, что вечером будет активирована еще одна машина. Машина теперь все еще была в пути, поэтому группе пришлось положиться на Дачу. Тем временем босс казино приказал судье подготовить грандиозный финальный матч для Баку, чтобы получить максимальную прибыль, прежде чем устранить его. Вечером Дача и Типе вернулись на подземную арену. Дача зашел в туалет и столкнулся с Баку. Узнав его, Дача спросил, не боится ли он драться. Баку ответил, что боится только одного – не защитить тех, кто ему дорог. Затем Баку вышел на арену и сразился с противником, вооруженным 2 деревянными мечами. Он быстро сломал мечи и одним ударом вырубил противника. После матча Баку вернулся в свою комнату, но там его ждали босс казино и его приспешники. Прежде чем босс успел напасть, они услышали крик Кумика. Баку вырубил обоих мужчин и бросился на помощь Кумика. Группа Амарока схватила Кумика и приказала Баку оставаться на месте. К Баку подошел Малкольм и пробудил его воспоминания, а Зин освободил Кумика. В этот момент появился босс казино и выстрелил в Баку, но Кумика заслонила его собой. Зин, потрясенный, спросил, как босс остался жив. Кумика, поняв правду, поняла, что ее подозрения были верны. Акари сообщил группе, что год назад на яхте, на борту которой находилась вся семья Кумика, произошел взрыв. Странно, но никто не погиб в этом происшествии. Кумика рассказала, что все, кто был на яхте, включая ее саму, выжили благодаря способностям Баку. За год до этого Кумика принесла на яхту бомбу, чтобы уничтожить свою семью и жестокую империю отца. Но Баку использовал свои способности, чтобы предотвратить взрыв, и никто из тех, кто был на яхте, не погиб. Кумика, мучимая этим затянувшимся кошмаром, умоляла освободить ее. Баку, хоть и неохотно, но все же освободил всех от своих способностей. Амарок заметил, что все, что Баку держал в себе, было не более чем иллюзией. Теперь Баку решил присоединиться к остальным шестеренкам, чтобы полностью поглотить этот мир. Затем Баку забрался в своего робота и вышел на поле боя, а Дачи быстро оказался на арене. Дачи подлетел к Баку, а группа Амарока наблюдала за матчем. Дачи достал пистолет, но Баку быстро сбил его с ног и приготовился нанести удар. Однако Дачи сумел увернуться и вскоре понял стиль боя Баку. Несмотря на непрерывные атаки Баку, Дачи заметил, что у Баку нет настоящего боевого духа. Не в силах вечно уклоняться, Дачи решил броситься на Баку и нанести прямой удар по голове робота, чтобы закончить матч. После этого Дачи вернулся к группе и теперь понял, кто был новоиспеченной шестеренкой. Но Дачи чувствовал, что Баку, похоже, сражался в поисках смерти. Баку вместе с другими шестеренками покинул город, которому посвятил свою жизнь. Через несколько дней, когда они прибыли на новое место, Акари предложила группе устроить выходной, так как Ханна предсказала, что в ближайшие 3 дня не будет никаких важных событий. И они смогут отдохнуть без забот. Акари уговорила Дахая согласиться, и их помощница, не имея выбора, разрешила группе устроить выходной, как хотела Акари. Тем временем машины Амарока и Малкина были отремонтированы. Председатель, недовольный задержками в реализации плана, не знал, в чем проблема. В самом плане или в том, что двое не сотрудничали. Он чувствовал, что должен как-то их контролировать.
Группа Дахая сняла 4 номера в отеле на время отдыха. Акари попросила Дахая сохранять спокойствие во время отдыха. Дахай не понимал, зачем это нужно, пока не зашел в свой номер и не увидел, что Ханна живет по соседству. Войдя в номер, он обнаружил, что их комнаты соединены. Затем Ханна пошла в душ, а Дахай изо всех сил старался не пересекать границы дозволенного. Акари забавляла эта ситуация, а теперь не знал, что делать во время отдыха. Позже Ханна сказала Дахаю, что ляжет спать пораньше. Дахай заглянул в ее комнату и увидел, что она крепко спит. Поэтому он выключил свет и тоже лег спать. Среди ночи Дахай проснулся и увидел, что Ханна плачет, сидя рядом с его кроватью. Он подошел проверить, действительно ли это Ханна или просто иллюзия, но она вдруг убежала обратно в свою комнату. На следующее утро Ханна была, как обычно, веселой, и Акари спросила, не сделал ли Дахай что-нибудь прошлой ночью. Дахай настаивал, что он держал себя в руках, подозревая, что Ханне он может не нравиться. Но Акари ему не поверила. Затем она подошла к Ханне, чтобы отвлечь ее от компании каких-то парней на пляже. Однако Типе не думал, что Ханне не нравится Дачей, потому что он заметил, что всякий раз, когда Дачей ложился спать, Ханна целовала его в щеку. Затем Акари спросила Ханну, любит ли она мороженое, и когда Ханна выбирала между мороженым и Дачеем, она сразу же выбрала Дачея, и Акари поняла, что Ханна не ненавидит его. Тем временем председатель вызвал Амарока и Малкина и спросил, зачем они использовали машину без его разрешения и сломали ее, а также потратили много драгоценной энергии компании. Они объяснили, что тренировались, чтобы улучшить свои навыки, но председатель запретил им пользоваться машиной без его разрешения. Разочарованные, они пошли к ИИ и попросили запустить спутник корпорации Макбет на штаб-квартиру вражеской фракции. Это не только уничтожило бы врагов на их пути, но и создало бы проблемы для председателя. Тем временем Акари заметила, что она пыталась сблизить Ханну и Дачея, но они все еще вели себя как дети. Типе предположил, что у Ханны, возможно, тоже есть телепатические способности, как у шестеренок мира, и что всякий раз, когда она целовала Дачея, пока он спал, она что-то видела. Той ночью Ханна снова плакала у кровати Дачея. Дачей проснулся, спросил, что случилось, и, если возможно, выразил желание поцеловать Ханну. Но Ханна отказалась, боясь, что Дачей возненавидит ее, если узнает ее истинную сущность. Вдруг их помощник позвал всех на срочное совещание. В это же время председатель был шокирован, узнав, что его спутник вот-вот упадет на землю. До столкновения оставалось меньше 10 минут, и все были очень обеспокоены, когда узнали, что на их базу вот-вот упадет похожий на метеорит спутник. Даже если бы им удалось уничтожить спутник, ущерб базе был бы нанесен. Ханна решила действовать. Она побежала на пляж, указала на небо и выстрелила лучом света прямо в падающий спутник. Спутник был полностью уничтожен лучом света Ханны, и Амарок понял, что их принцесса начала действовать. Типе знал, что атака была от Ханны. Дэчай хотел пойти к ней, но она попросила его не приближаться и убежала. На следующее утро многие люди видели луч света, который был прошлой ночью, и подумали, что это падающая звезда или, возможно, солнечный столб. Но теперь, когда Ханна пропала, группе было трудно что-то предпринять. Акари считал, что если Ханна почувствует движение врага, она обязательно свяжется с ними. У организации были проблемы с нехваткой энергии, и у Амарока и Малкина была та же проблема. Им нужно было найти Сацуну. В тот день новостей о Хане все еще не было. Она отключила свой сигнал, и группа беспокоилась, что она может быть в опасности. Но поиски наугад ничего бы не дали. Ханна тем временем бесцельно бродила, когда случайно наткнулась на Соцуну, которая продавала картины, чтобы подзаработать. Они сели поговорить и обнаружили, что их объединяет страх находиться рядом с другими людьми, зная, как это ужасно, понимать чьи-то истинные мысли. Но Ханна очень хотела быть с Дачеем, но боялась, что он возненавидит ее, если узнает, кто она на самом деле. Вдруг они заметили неподалеку Амарока и Малкольма. Они побежали и спрятались в переулке. Ханна отдала свою белку Сацуне, чтобы та помогла ей сбежать, но Амарок их заметил. Белка укусила Амарока за ухо, и Сэцуна выбежала, чтобы помочь Хане. Тем временем председатель начал подозревать, что и двое механиков тайно замышляли что-то против него. Ий был разоблачен и стал враждебным, выпустив газ, чтобы усыпить его. Выяснилось, что его переключатель управления не действует на Ии. Затем Ий заставил его сесть в кресло и начал превращаться. В этот момент Ханна включила свой сигнал и позвонила ребятам, сообщив, что Амарок и Малкин преследуют ее.
Дачей тут же побежал вперед, а Тепей и Акари последовали за ним. Ханна решила, что Амарок преследует ее, поэтому она позволила Сэцуне убежать, а сама осталась, чтобы отвлечь их внимание. Она побежала на пляж, но поняла, что никто за ней не гонится. Вместо этого она встретила Дачия. Тем временем Амарок и Малкин загнали Сэцуну в угол и собирались ее разбудить. Дачий поцеловал Ханну, официально признавшись ей в своих чувствах. Амарок тоже поцеловал Сэцуну, разбудив ее. Амарок и Малкин опустились на колени перед Сэцуной и рассказали ей, кто такая Ханна на самом деле. Сэцуна решила встретить ребят Дачия своим роботом. Дачий, приняв Ханну такой, какая она есть, попросил ее больше не убегать. Затем роботы Амарока и Малкина напали, вынудив Тепей и Дачия остаться и сражаться. Они достали оружие и приготовились к бою. Помощник тоже был готов отправить 2 роботов на помощь. Малкин воспользовался моментом, чтобы схватить Ханну. Как только Тепей и Дачий сели в свои роботы, их обстреляли, и они не смогли защититься. Ханна, разозлившись, впервые достала свой пистолет и выстрелила в 2 роботов. Малкин попытался увернуться, но пули попали в него, и повреждения были серьезными. Амарок, которому не удалось увернуться, тоже был сильно ранен. Через несколько дней Дахая привели на встречу с командиром и Питером, а Амарока и Малкина вызвал председатель. Он был необычно мягок с ними, что показалось им странным. Они решили спросить у Ии, и тот объяснил, что изменил личность председателя с помощью подсознательных сообщений. Это заставило его влюбиться в свою секретаршу, чтобы отвлечься от работы и снизить стресс. Амарок не возражал, пока это не мешало их плану. Однако позже они узнали, что Ии перенес часть себя в разум председателя. Он хотел манипулировать корпорацией и шестеренками мира. Теперь шестеренки мира были собраны в одном месте. Баку было любопытно, где находится Тепе, и выяснилось, что Тепе официально ушел и стал человеком. Теперь он мог пользоваться оружием, что противоречило их планам. Изначально Ханна должна была выстрелить из пистолета и передать им энергию. Но теперь Ханна перешла на их сторону и могла использовать нужную им силу. Поскольку осталась только одна энергетическая трубка, Ака решил принять атаку. Тем временем Ханна навестила Дахая и Тепей спросила, почему Дахая вызвали утром. Он объяснил, что из-за травмы белки они не могли предсказать, где произойдет битва. Но тот факт, что Ханна теперь могла использовать свои способности, был значительным шагом вперед. После того, как Ханна получила подкрепление, они решили начать новую атаку. Но прежде чем Ханна успела что-то объяснить, Акари вернулась из храма. Ханна была заинтригована храмом, и Дачий пообещал, что отведет ее на фестиваль, как только миссия будет завершена. Что касается миссии, Дачий рассказал, что организация планировала атаковать главный корабль мировых шестеренок на Плутоне, и им нужно было задержать шестеренок здесь, чтобы они не смогли прислать подкрепление. Шестеренки выбрали секретное место, чтобы активировать Айку. Поскольку никто не вмешивался, через 4 минуты Акари стала роботом в космосе. Был отправлен быстрый отчет, и Дачий и Тепе поспешили в командный центр. Но 2 робота, созданные 2 мальчиками, были повреждены и не могли летать, поэтому командир отправил Ханну в бой. Она прошла подготовку, и Дачий хотел только, чтобы она вернулась целой и невредимой. Ханна прибыла на космическую станцию и начала превращаться. Она создала красного робота. Как только они встретились, в Ханну попала пуля. Она взяла себя в руки и увернулась от последующих выстрелов. В командном центре начали подозревать, что способность предсказывать принадлежит Ханне, хотя она считала, что это заслуга белки. Ханна ответила, но Акари создала щит, который поглотил пули Ханны и выстрелил в ответ. Ханне едва удалось увернуться и избежать серьезных повреждений, а Акари поймала ее и лишила энергии. Когда все забеспокоились, сигнал был прерван помехами, и изображение с командного центра и обоих роботов пропало. Но Ханна все еще чувствовала энергию Акари и бросилась к ней. Акари начала стрелять, но Ханна увернулась и выстрелила в ответ, уничтожив робота Акари. Когда сигнал восстановился, все вздохнули с облегчением, зная, что Ханна победила. В ту ночь командир связался с губернатором и сообщил, что операция начнется через 10 дней. Между тем, высокопоставленные чиновники из отдела наблюдения не верили, что план командира сработает. Поэтому они решили действовать по альтернативному плану, чтобы спасти человечество от вымирания. На следующий день прибыл инспектор из отдела наблюдения. Командир знал об этом и принял инспектора. Зная, что целью инспектора была Ханна, он пока оставил ее на космической станции. Ханна проводила время с 2 членами экипажа женского пола,
которые спрашивали, есть ли у тебя девушка. Новый инспектор связался со штабом и сообщил, что Ханны там нет. Тем временем шестеренки подготовили 2 энергетические трубки, и организация получила отчет, что шестеренки только что собрали энергию. Они немедленно привлекли к работе группу Дахая. Акари задала вопросы о кольцах, которые они с Типе носили по очереди, и Типе объяснил, что это часть игры между ними. Когда они пришли в командный центр, инспектор отнесся к группе с недоверием, считая их детьми, неподходящими для такой масштабной миссии. Тем временем шестеренкам нужно было выбрать 2 человек, и поскольку остальные ушли, выбирать пришлось только Амароку, Малкину и Зинну. Малкина выбрали, и они с Типе бросили монетку, чтобы выбрать второго. На этот раз выбрали Зинна. Как только поступил сигнал, организация немедленно отправила Дахая и Типе в бой. Оба сели в свои роботы и отправились в космос на ракетах. Вместо того, чтобы увидеть только одно превращение, на этот раз они стали свидетелями 2. Перед тем, как столкнуться с врагом, инспектор отправил в бой 3 беспилотника. 3 беспилотника двигались невероятно быстро и хаотично, что создавало Син значительные трудности. Тем не менее, благодаря способности Малкин обманывать технику, она легко взяла под контроль все 3 дрона. Акари попыталась взломать систему и предупредить Дахая, чтобы он был осторожен. Сначала им пришлось отступить под шквальным огнем дронов. Они решили держаться вместе и открыли огонь, случайно уничтожив один из дронов. Акари удалось взломать оставшиеся 2 дрона и использовать их как дополнительную огневую мощь против шестеренок. Когда шестеренки бросились в атаку, Акари с помощью системы Дахая выпустила волну, которая временно вывела шестеренки из строя. Воспользовавшись моментом, Бича и Типе попытались уничтожить их кубические ядра. Хотя им удалось уничтожить роботов, ядра остались целы и вернулись на место. Типе предположил, что ядра можно уничтожить только силой воли их владельцев. По возвращении Амарок отметил растущую изобретательность Акари и сказал, что для следующей атаки им понадобится вся их сила. Дахай спросил Акари о волнах, которые она выпустила, и она рассказала, что это новая техника, которую она разработала. Команда осталась на космической станции, а губернатор решил отложить их возвращение на Землю до следующего дня. 2 девушки, увидев, что теперь рядом, попытались с ним заговорить. Губернатор объяснил, что возвращение Ханы на Землю будет рискованным, поэтому командир отправил 2 мальчиков ее защищать. Командир хотел, чтобы губернатор начал тестировать Дахая, чтобы подготовиться к следующему этапу плана. Дахай тренировался, чтобы увеличить дальность стрельбы. Ему нужно было достичь минимальной дистанции в 2 блока для выполнения задания, но во время тренировок его максимальная дальность была всего 1,8 блока. Интересно, что во время боя он смог увеличить свои показатели до 2 единиц, хотя это было не совсем стабильно, и ему пришлось тренироваться дальше, чтобы быть уверенным в своих силах. После работы 2 членов экипажа подошли к Типе в бассейне и спросили, нравится ли ему кто-нибудь, а Ханну вызвал к себе губернатор. Тем временем Дачи встретил в ангаре для кораблей пожилого мужчину. Ханна не понимала, зачем ее вызвали, и губернатор объяснила, что у Акари никогда раньше не было друзей, потому что она ни с кем не сближалась. Ханна была первой, кого Акари назвала подругой. Губернатор, мать Акари, призналась, что никогда не проводила много времени с дочерью, и Акари чувствовала, что не нужна ей. Но Ханна была уверена, что на самом деле Акари так не думала. У самой Ханны не было настоящей семьи, но были 3 подруги, которые помогли ей понять, что значит быть частью чего-то. Увидев губернатора, Ханна подумала, что иметь семью, наверное, здорово. Она обняла губернатора, чтобы понять, каково это — иметь маму. Тем временем Дачи узнал от мужчины в ангаре, что корабль все еще находится в разработке и может стать последней надеждой человечества, если Земля будет уничтожена. Мужчина представился Манитом, членом команды разработчиков корабля, и признал в Даче избранного стрелка. Он попросил Дачия пожать ему руку, и тот неохотно согласился. На следующее утро троица отправилась на Землю. Типе пригласили на встречу 2 девушки из экипажа, а губернатор доверила Хане заботу об Акари вместо себя. Дачи задумался о рукопожатии и почувствовал себя недостойным звания героя, которое ему все приписывали. Однако Дачи считал иначе. Он думал, что ему просто повезло, что его выбрали для участия в миссии, и предсказывал, что Дачи скоро осознает свою истинную сущность. Неожиданно Типе заметил, что их курс изменился, и трио перенаправили в Австралию. Они подозревали, что это произошло из-за того, что на космической станции были диверсанты, нацеленные на Хану. Трио благополучно приземлилось в Австралии. Не имея связи с командным центром, они решили активировать своих роботов и найти убежище на местной базе. Тем временем Амарок и Малкин подошли к ИИ и спросили, почему они не могут использовать оружие.
ИИ объяснил, что не знает точной причины, но предположил, что оружие было живым существом, несовместимым с шестеренками. Амарок и Малкин также поделились с ИИ сплетнями о недавних скандалах с участием председателя, рассказав, что он был неверен и его бросила секретарша. Тем временем на земле Белка беспокоилась о безопасности Ханны, и Акари тоже начала волноваться, что с ней что-то случилось. Тем временем группа Типе отдыхала и обедала на австралийской базе. Типе получил красиво упакованный ланчбокс от двух девушек, который выглядел гораздо аппетитнее, чем еда Дачая. Это был первый раз, когда Дачай оказался за границей, хотя обстоятельства были не самыми приятными. Хонна спросила его о родителях, и Дачай рассказал, что они оба умерли. Или, по крайней мере, смерть отца была подтверждена, но не доказана. Внезапно их заметили вражеские самолеты. Они быстро вернулись к своим роботам, и самолеты потребовали, чтобы они сдались. Типе тут же сбил один из них, узнав, что это беспилотный дрон, принадлежащий их организации, которым, вероятно, управляли те, кто преследовал Ханну изнутри. Типе заявил, что никому не позволит причинить вред Ханне, и призвал Дачая быть решительным в своих действиях. Троица попыталась сбежать, но сорвалась со скалы, где их окружили две танковые бригады. Танки обстреливали только Типе и Дахая, явно не трогая Ханну, что говорит о том, что враги знали, в какой машине она находится. Типе и Дахай сопротивлялись, но Типе получил ранение и потерял ногу робота. Типе настаивал, чтобы Дахай увез Ханну в безопасное место, потому что их задача была в том, чтобы ее защитить. Но Дахай колебался, желая показать себя настоящим героем. Он выпустил два мощных луча, которые очистили территорию. Его мощность атаки достигла 5,8 единиц, что впечатлило Типе. Два оставшихся в строю робота решили отвезти Типе на базу в Австралии для временного укрытия. Это было ожидаемо для Монета и тех, кто охотился на Ханну. Акари внезапно удалось с ними связаться и предупредить, что на австралийской базе им не стоит появляться, потому что там у руководителей слишком много власти, и это может подвергнуть Ханну серьезной опасности. Группа решила отправиться на другую базу, где не было системы защиты, но был корабль, на котором они могли вернуться в Японию. Но это означало, что их будут преследовать зенитные орудия. Акари заверила их, что справится с ситуацией, потому что уже взломала всю систему организации. Командир заметил, что Ханна сильно изменилась, стала чаще улыбаться, и приписал это Дахаю. Группа проникла на базу, украла корабль и сбежала без сопротивления, потому что Акари на час отключила всю систему организации. Но руководители подготовили ответный удар, отправив высокоскоростной космический корабль с передовыми боевыми машинами. Даже если группа Дахая доберется до воздушного пространства Японии, непонятно, будут ли преследователи соблюдать территориальные границы. Надзирательница, которая раньше посещала базу, доложила своему начальству, что группа Дахая и их организация отлично справились. Но она подчеркнула, что Ханна была главным приоритетом. Однако, даже если бы они ее поймали, неизвестно, подчинилась бы она. Выяснилось, что Ханна раньше была заключена на космическом корабле, где Дакай и Типе впервые встретились с ней. Она была частью корабля, но боялась возвращаться на него. Никто не знал, почему только Типе смог вытащить ее с корабля. В ту ночь космический корабль надзирательницы догнал группу Дакая и напал на них. Хотя их корабль выдержал атаку, он все равно был уязвим. Ханна вспомнила, что должна была стрелять из пистолета. Но она сомневалась в своих силах и спряталась в темноте. Потом она увидела свет и пошла к тому, кто его создал, к Дакаю. Но она чувствовала, что это Дакай нашел ее. Решив отплатить Дакаю за свет, Ханна решила действовать и направилась к роботу, а Дакай решил пойти с ней. Ханна и командир придумали план, о котором не знали Акари и Типе. Она и Дакай дали отпор, заставив вражеский корабль трансформироваться. Он сбил Ханну и захватил их корабль, намереваясь уничтожить Типе и Дакая. Из-под воды Ханна выпустила мощный заряд, повредив вражеский корабль. Затем она поднялась на своем космическом корабле, том самом, где Типе и Дакай нашли ее. Выпустив еще один разрушительный заряд, она уничтожила вражеский корабль, который попытался, но не смог ответить с такой же силой. Питер предупредил Ханну, что если она вернется на корабль, то не сможет сбежать самостоятельно. Только Дакай мог ее вытащить. Если бы с Дакаем что-то случилось, она бы осталась в ловушке. Ханна согласилась, сказав, что если Дахая не будет, она все равно не захочет покидать корабль. Затем Дахай вернул Ханну, успешно выведя ее из корабля. Они ушли, и Типе был рад, что они оба в безопасности, хотя он больше не мог попасть на этот корабль.
Тем временем два старших командира организации впервые ступили на этот корабль, что означало, что организация серьезно отнеслась к плану, предложенному губернатором и командиром. Губернатор решил дать Дахаю слово. Дахай объяснил, что их 3 робота отправятся на материнский корабль Ханны, чтобы отправиться на Плутон, где ремонтируется материнский корабль мировой шестеренки. Там они с помощью роботов уничтожат ядро питания материнского корабля. Командиры хотели, чтобы Дахай подтвердил, что у него хватит огневой мощи, чтобы снова уничтожить ядро питания. Однако, поскольку Дахай не был уверен, командиры не могли принять окончательное решение. Тем временем фракция наблюдателей не хотела, чтобы Дахай вышел из-под контроля, и послала человека по имени Пойнт, который оказался тем самым мужчиной в очках, которому Дахай однажды разбил голову во время миссии. Пойнт проник на туристический корабль, направлявшийся на космическую станцию, где его ждали Ханна и губернатор, потому что Акари тоже была на борту. Прибыв на станцию, Пойнт отсканировал сетчатку глаза и благодаря специальным контактным линзам избежал обнаружения. Неожиданно появилась еще одна неожиданная персона — Ака. Поскольку Ака была айдолом, все решили, что она просто пришла посмотреть. Однако все, что она узнала во время экскурсии, было отправлено председателю и искусственному интеллекту, и она принесла с собой загадочную коробку, которая была частью заговора Амарока. После того, как Ака увидела достаточно, Типе и Дачей, которые только что закончили тренировку, направились в бассейн, где встретили Ака и группу девушек. Дачей вежливо поздоровался с ней, а Типе просто нырнул в воду. Тем временем губернатор и командир обсуждали ситуацию. Губернатор выразил беспокойство, что команда Дачия слишком молода для такой ответственности. Однако командир был уверен в них. Он также рассказал, что его бывшая жена хотела удочерить Ханну после завершения миссии, так как хотела, чтобы у Ханны был дом. Губернатор все еще сомневалась в Типе, помня, что он был мировым механизмом, но командир заверил ее, что Типе был важной частью их команды. Затем губернатор спросила, почему Ика была допущена на станцию. Командир объяснил, что присутствие кумира на борту привлечет внимание СМИ и помешает оппозиционным группировкам в организации совершать необдуманные поступки. Тем временем Ака подошла к принесенной с собой коробке и, наконец, открыла ее, обнаружив кабину, которая позволяла ей трансформироваться. Дача и Ханна тем временем посетили космический корабль «Последняя надежда человечества». Губернатор застала Акари и Типе, которые проводили время наедине. Типе поделился своими мыслями, рассказал, что чувствует, когда к нему возвращаются воспоминания мирового механизма, и что значит для него остаться с друзьями. Ака поцеловала его, надеясь, что это поможет ему найти ответ. Губернатор, увидев это, обрадовалась, подумав, что Типе может стать ее будущим зятем, и перестала беспокоиться о нем. Внезапно корабль сильно затрясся, и голос объявил, что судно захвачено. Они узнали голос, это был тот же человек, который раньше пытался похитить Ханну. В этот момент мужчина направил пистолет на Даче, снова пытаясь забрать Ханну. Типе подбежал и направил оружие на незнакомца, но тот сказал, что у него на шее бомба. Если он умрет, взорвется весь корабль. Акари предположила, что он заложил взрывчатку в стратегических местах и сообщила об этом губернатору, который отправил людей проверить эти места. В суматохе Пойнту удалось сбежать с Ханной. Акер же сохраняла спокойствие, ожидая подходящего момента для действий. У нее были свои планы. Она искала что-то в космосе и в конце концов нашла. Дачи сообщил в командный центр, что Ханну похитили. В этот момент они получили предупреждение о приближающемся к ним обломке космического корабля, который должен был столкнуться с ними через 10 минут. Акари сообщила мальчикам об обломке, но их спутник Белка все больше волновался, и они заподозрили, что происходит что-то еще. Теперь решил, что Дачи займется спасением Ханны, а он сам разберется с обломком. Уничтожив первый обломок, они получили сообщение, что приближается еще один, большего размера. Типе выстрелил еще раз, уничтожив второй обломок. Но Акер сказала, что в космосе сотни обломков, и она может играть с ними сколько угодно. Она призвала сразу 35 обломков, и когда Типе попытался выстрелить в них, они увернулись и вместо этого нацелились на двигатели и систему связи Типе. Типе был ранен, а обломки продолжали лететь к космической станции. Акари пришлось позвать Дачи и попросить его в первую очередь позаботиться о безопасности корабля, потому что его уничтожение означало бы потерю Ханны и всех на борту. Затем Акари обнаружил, что источник энергии находится в грузовом отсеке. Тем временем Типе продолжал пытаться сбить обломки, но их было слишком много. Дачи был разочарован, что его тщательно продуманный план сорвался из-за обломков,
Дачей сел в свой робот, чтобы присоединиться к битве, но количество обломков уже достигло 500. Не имея другого выбора, Дачей решил использовать плазменную пушку, которую они изначально планировали применить против материнского корабля «Мировая шестеренка». Хотя пушка еще не была испытана, это был их единственный шанс. Он прицелился, но столкнулся с серьезной проблемой. Теперь находился в зоне поражения. Тем временем Пойнт освободил Хану и отправил ее обратно на корабль, чтобы спасти как можно больше людей. Дачей был в отчаянии, но теперь верил, что он примет правильное решение. В конце концов, Дачей выстрелил. Взрыв уничтожил все обломки и теперь каким-то чудом выжил. Команда безопасности нашла кабину пилота, и Акари приказала им сначала уничтожить энергетическую трубу. Когда ее план был раскрыт, Акари решила покинуть корабль и вернуться. Вернувшись, Типе сказал, что Дачей все еще слаб, и что в такой ситуации он бы выстрелил гораздо раньше. Затем они отправились на поиски Ханы. Но Пойнт и Хана уже нашли Дачия. Пойнт направил пистолет на голову Дачия, спрашивая, почему он выстрелил. Дачий объяснил, что не хотел потерять друзей, но если бы Типе погиб, он был бы готов взять на себя вину, чтобы защитить человечество. Доверяя Дачию, Пойнт снял бомбу с его шеи и заставил Дачия пообещать защищать Землю, дом его семьи. На следующий день группа начала объединять космический корабль, последнюю надежду человечества, с материнским кораблем Ханы. Поскольку это была их первая попытка, они не были уверены, что у них получится. Но интуиция теперь подсказывала ему, что все получится, и они продолжали. Акари упомянул о лунном проекте, над которым работали люди. Губернатор объяснил, что изначально планировалось создать устройство, позволяющее дистанционно управлять кораблем Ханны, если она не сможет с него выбраться, чтобы минимизировать риск для нее. Однако командир, который был готов взять на себя всю ответственность за любые проблемы, сказал, что вероятность того, что устройство заработает, составляет всего 1%. Поняв, что это не сработает, фракция мониторинга решила усилить свои усилия. Тем временем в корпорации Макбет Амарок готовился к масштабной битве, а фракция мировых механизмов ждала возвращения Баку и Сацуны с последними запасами энергии и кабинами. Они знали, что их время в этом мире подходит к концу, хотя Малкольм считал, что Земля не такое уж плохое место. Внезапно командир установил связь с космической станцией и кораблем Ханны. Во время короткого разговора кто-то заметил, что фракция мировых механизмов собирает огромное количество энергии, что означало скорое полномасштабное нападение роботов. Дачей решил, что группе пора отправляться на Плутон. Все попрощались с ними, пожелав безопасного возвращения. Ханна отправилась на корабль-базу, чтобы управлять им, решив вернуться вместе со всеми и сдержать обещание вместе отпраздновать фестиваль. Типе вернул Дачию кольцо, признав его настоящим лидером, который принял трудное решение выстрелить в него и в обломки. Однако Дачий хотел, чтобы Типе сохранил кольцо в знак того, что они все вернутся живыми. Затем Ханна активировала оружие корабля базы и взлетела. Мировые механизмы заметили всплеск энергии и поняли, что Типе действительно без сожаления отказался от своей жизни мирового механизма. Группа Дахая вскоре обнаружила, что фракция наблюдателей отправила большой корабль-носитель, чтобы остановить их. Корабль выпустил несколько небольших летательных аппаратов, похожих на те, что были раньше. Дахай вступил в бой со своим роботом. Корабль-носитель выпустил мощный заряд по основному кораблю, и Типе пришлось использовать свой бластер, чтобы создать щит и ответить. После некоторой подготовки Ханна наконец была готова к прыжку на Плутон. Акари позвал Дахая, но тот все еще сражался с маленькими самолетами. Дахай не хотел, чтобы фракция наблюдателей остановила его и отбивался от самолетов, пытаясь вернуться на корабль. Но прыжок уже должен был вот-вот начаться, а Даха еще не успел подняться на борт. Ханна не могла остановить процесс, и группа надеялась, что Даха и успеет, потому что без него Ханна останется на корабле. Даха использовал свой бластер, чтобы ускориться, и успел запрыгнуть на корабль как раз в тот момент, когда корабль-носитель готовился выпустить мощный заряд. Внезапно все вокруг стало ярче, и Даха перенесся в тот момент, когда у него начались летние каникулы. Он подумал, что это был долгий сон, и события начали повторяться. Начиная от встречи с дядей и заканчивая чувством дежавю, все казалось странно знакомым. Позже, в игровом зале и у друга дома, он с удивлением обнаружил, что его друзья Амарок, Малкин и Ака. В его голове начали мелькать странные образы с участием Амарока. Когда по телевизору должны были показать новости о радуге, Ака выключил его. По дороге домой Дахай снова почти увидел радугу по телевизору, но Боку отвлек его, и кто-то другой выключил телевизор. Дома Дахай вспомнил фестиваль и понял, что он имеет для него какое-то значение.
Он посетил храм и спросил своего дядю, можно ли есть арбуз, потому что он постоянно видел его во сне. В храме он случайно встретил Зинна, который попросил у него фотографию, и они немного поговорили. Позже Дачей сел в автобус и встретил Сацуну, которая призналась, что живет так, как ненавидит, и это очень тяготит ее. Дачей посоветовал ей попробовать изменить свою жизнь. Их разговор прервался, когда Лин врезалась на мотоцикле в автобус. К удивлению Дачия, Лин не пострадала. Обе девушки ушли, а Дачий сел в такси и поехал в храм. Водитель упомянул такие слова, как дежавю, странные сны, забытые воспоминания и, самое главное, как люди называли его капитаном. Дачий не знал почему, но оказался в храме. Во время молитвы он увидел белку Ханны и внезапно вспомнил о своей миссии вернуться, хотя еще не знал, как это сделать. Он зашел в тир и потренировался стрелять, чтобы привыкнуть к оружию. Появились шестеренки мира, пытаясь убедить его остаться в этом мире, но он очнулся. Рассматривая пистолет как продолжение себя, он решил вернуть кольцо, которое было у него в степи. Дачий вернулся, прицелился и выстрелил, уничтожив корабль. Теперь, готовые к бою, они продолжили свое путешествие. Прыжок привел их на орбиту Юпитера. Планируя следующий прыжок, они заподозрили, что их враги вмешались. Дачий вспомнил, что ему манипулировали с помощью снов. Внезапно шестеренки мира начали атаку, и Тепе узнал Баку как нападавшего. Тепе бросился на помощь, и Дачий вступил в бой с Боку, обнаружив его невероятную силу. Баку атаковал с разрушительной мощью, утверждая, что человеческая жизнь слишком коротка и бессмысленна. Дачий возразил, что человеческая жизнь не должна зависеть от шестеренок мира. Тепе прибыл с оружием и попросил Дахая отойти в сторону, но Дахай был сбит с ног и утянут в ядро Луны. Он был полностью обездвижен, а Баку уже собирался его прикончить. Тепе телепортировался перед Боку и выстрелил из оружия, полностью уничтожив куб Боку, и вернулся на корабль. Акари предположил, что Тепе использовал способность телепортации, похожую на ту, что есть у Ханны, и что оружие могло бы помочь Дачи телепортироваться, если бы он научился им пользоваться. Мировые шестеренки решили, что важнее остановить группу, чем нападать на Землю, зная, что они не смогут покинуть Солнечную систему без энергетического ядра корабля. Способность недавно использованного оружия уничтожать кубы вселила в группу надежду победить мировые шестеренки. После второго прыжка они добрались до главного корабля мировых шестеренок. Тёпа и Дахай вышли наружу, чтобы сразиться. Тёпа использовал оружие как щит, а Дахай атаковал. Корабль Ханны выпустил мощный луч, который пробил главный корабль и позволил группе войти внутрь. Они добрались до ядра, но их поджидали мировые шестеренки. Амарок был впечатлен тем, что группа смогла зайти так далеко. Он предложил им выбор – стать друзьями мировых шестеренок. Чтобы доказать свою искренность, он воскресил Баку, объяснив, что пока существует ядро, кубы можно восстановить, если их физические тела целы. Он предложил превратить группу и человечество в шестеренки, если они откажутся от оружия. Дахай бросился в бой, и Амарок объявил, что переговоры провалились. Акари выстрелил из оружия корабля, но Ака перехватил и ответил. Оказалось, что это был искусственный интеллект корпорации Макбет, который заявил, что уничтожит любую угрозу. Он выстрелил в Сацуну, но Лин заслонила ее, превратившись в куб, а потом взорвалась. ИИ заявил, что устал быть инструментом для шестеренок мира и теперь сам будет использовать их. Он мог вживить кубы в любое живое существо, превратив его в разрушительную бомбу. Когда Дичи напал на него, он бросил в него куб. Несмотря на это, Дачи смог выстрелить и взорвал ядро. Однако ИИ превратился в большой куб, показывая, что его жизненная сила связана с другими кубами. Дачи снова атаковал, но ИИ создал щит. Тепе присоединился к нему, но ИИ создал еще один барьер. Он злорадствовал, что Ханна заперта на корабле и не может сбежать. Если корабль будет уничтожен, Ханна умрет, потому что она теперь часть корабля. Дачи был уверен, что сможет освободить Ханну. Они с Тепе продолжали стрелять, но ИИ блокировал каждый выстрел. Он нацелился на Акари и использовал ее куб как оружие против Дачия. Тепе создал щит, чтобы защитить их обоих. Затем ИИ поглотил корабль Ханны, выбросил маленький корабль Акари и захватил Ханну, слившись с ее телом и используя ее оружие, превратив корабль в огромного робота. Он назвал себя Робин. Он сказал, что использует оружие для получения бесконечной энергии. Но оружие отказалось стрелять, потому что оно не могло причинить вред кубу. Разочарованный Робин решил уничтожить все. Тепе и Дичи храбро сражались, но даже с помощью шестеренок не смогли нанести серьезный урон.
Сицуна решила пожертвовать своим кубом, чтобы уничтожить Робина. Она признала, что была такой же высокомерной, как и он, и это помогло ей понять, что она все еще человек. Когда группа приготовилась к последней битве, Амарок колебался, но в конце концов решил пожертвовать собой, чтобы защитить Малкина. Дачей, в свою очередь, защитил Дакай, сказав, что не хочет быть обязанным ей за то, что она помогла ему понять смысл жизни. Сацуна и остальные, подавшись эмоциям, напали на Робина, что привело к мощному взрыву. Группу Дичи отбросило в сторону, но Типе защитил их. Робин выжил, хоть и был ослаблен. Используя свои телепортационные способности, он сбежал на землю. Союзники Дичи верили, что он сможет их догнать, и он тоже верил в себя, когда нажимал на курок. Робин прибыл на землю, где военные определили, что это был корабль Ханны. Дачи прибыл вскоре после этого и вступил в бой. Несмотря на то, что он потерял руку и был ранен, Дачи вцепился в руку Робина и использовал встроенную в шлем пушку, чтобы пробить корпус. Забравшись внутрь, он снял своего большого робота и с помощью меньшего проник дальше. Добравшись до кабины, он столкнулся с Робином, который насмехался над ним. Робин сказал, что если Дачи уничтожит корабль, Ханна погибнет, но если он будет служить Робину с оружием, то сможет остаться с ней. Дачи убрал оружие и поцеловал Ханну, пробудив в ней телепатические способности, которые помогли ей прийти в себя. Ханна выбралась из корабля, но Робин рассмеялся, сказав, что даже если Ханна освободится, падение робота на землю приведет к катастрофическим разрушениям, и Ханна погибнет вместе с ним. Ханне было все равно, потому что она знала, что Робин исчезнет, если упадет в атмосферу. Она была готова умереть вместе с кораблем, чтобы защитить планету и людей, которых любила. Дичай решил помочь ей, потому что она так сильно напоминала ему отца. Они выстрелили одновременно и пронзили Робина, а затем уничтожили весь корабль. Робин решил утащить их обоих с собой, но Дачи успел вернуться к роботу. Однако Ханна не удержалась, и робот взорвался целиком. Все думали, что Ханна погибла, но Дахай спас ее с помощью зеленоволосой девушки, которая когда-то привела его на корабль и помогла добраться до пушки. На этом фильм заканчивается.